Вчера новость была, друзья, так вот попалась, не знаю, что вы об этом думаете, неадекваты, ну так, по крайней мере, публикуют со своей стороны Мэш, хотя, ну как неадекваты, ну преступники, нельзя так делать. Забросали коктейлями Молотова русский дом в Праге, это уже 5-й случай за последние 4 года. Да? Ну почему нельзя, потому что, ну мало ли там, может инвалид какой-то ждет врача, может он ходить не может, он сгорит. Ну так поступать нельзя, но еще раз, да, общеопасный метод, это зажигательная смесь. Вот, в Праге. Это уже, значит, 5-й случай за последние 4 года. Сейчас нападение расследуют местные копы. Естественно, они расследуют, там, они же копы, они расследуют. Вот мне бы хотелось, чтобы в России начали копы расследовать дело. Влада Бахова, Настя Муравьева, Марина Негребы, Юрий Штунова. Я могу перечислять долго. Я вообще когда-то сказал, закрою канал, как только эти 4 дела расследуются. Поменяю сразу всю тему. Да, ну вот российские пока вообще ничего не расследуют, а там, видите, расследуют это при том, что есть такое отрицательное отношение, да, из-за того, что происходит на территории Украины. Я так понимаю, что это связано. И вот об этом печатают, ну, неадекваты. Почему? Ну, неадекваты, потому что радикалы надо подписать. Почему неадекватно? Уверен, что неадекват. Если бы был неадекват, они бы закидали всю улицу. То есть никакой адекватности. Туда-кидают. Но вы же сами, значит, тогда вы тоже неадекваты. Почему вы не берете другие случаи? Я вот, например, лично наблюдал митинг в Болгарии, когда открыли культурный центр Северной Македонии. Просто открыли. И там вышла такая демонстрация, а ну-ка закройте. Опа, да, это не русские, это Северная Македония. И что это такое произошло? Очень многие не любят и во многих странах борются со всяким. Там диаспором местной, там закрепиться негде. Даже иранской. Чисто посидеть в квартире, ракету ядерную покрасить, даже этого не разрешат нигде. Вы представляете? А они не русские. Вот это удивительно. Почему? Потому что это всегда повод для спекуляции. Любые всякие культурные центры, диаспоры и так далее. Там везде миграционные самые инспекторы работают прекрасно. Все способы получения документов, визы работают чудесно. Так что там вообще вопросов по этому поводу нет. И когда культурные центры, они всегда вызывают некоторое отторжение. Почему? Потому что, еще раз, сначала культурный центр, потом какая-то партия, потом начинаются спекуляции на национальном вопросе. Это очень, особенно мононациональные государства, боятся как огня, стараются не допускать еще на ранних стадиях. Меня вообще удивляет, что существуют какие-то русские дома, ну, там, еще раз, как помощь какой-то, культурный центр, опять же, да, то есть, ну, как та же диаспора. Ну, сейчас это, я даже это говорю, мне как-то сложно говорить. Почему? Еще раз, потому что в основном миграционные службы работают очень хорошо, и максимум, что бывает, даже это называют такими определенными, не знаю, местами сосредоточения. Это когда где-то, ну, какой-то район, где вот много снимают квартиры там из такой-то страны. Да, но это не является каким-то домом чьим-то там, просто люди в чаты заходят, а где там больше там тех, кто, чтобы языкового барьера не было. Ну и выбираешь какой-то район, где больше всего приезжает там из такой-то страны. Я просто так ощущаю, что вот такие новости, они немножко пишутся для тех, кто, ну, вообще, что ли, не в адеквате. Может быть, кто-то, для кого-то, кто, может, где-то сидит в каком-нибудь красного кирпича доме и не знает, что такое интернет, и не может поинтересоваться. Может, первый раз вышел, а там и YouTube затормозили, не может всю этой информации набрать. Но немножко, друзья, для вас объяснил, что тут как бы вот акценты не совсем правильные. А то, что это может быть для демонстрации, да, демонстративное отношение к России, ну, понятно, на каком, да, на каком, ну, как бы, люди услышали, вот есть в России некий там Киселев. Он говорит, радиоактивный пепел, у него слюни потекли, там по жопе что-то потекло, то есть он радостный, дурак, больной, да, ну, а люди-то понимают, у них бабушки, дедушки, дети, он говорит, как хорошо, если вы все в радиоактивный пепел превратитесь. Вдруг кто-то из них послушал, ну, конечно, закидают, а как же не закидать, потому что ненормальный, то есть как он ненормальный, его же кто-то на федеральный канал ставит, да, вот это почему, то есть, а люди могли только за чистую монету, ничего себе. Ничего себе. Вот и у них и отношения, да, и, если я что-то правильно понимаю. Сейчас нападение расследуют копы, ну там вот они расследуют все равно. Но, тем не менее, еще раз, это же поджог, может загореться какой-нибудь, да, человек какой-то случайный. А в здании частично выбиты окна, внутри был пожар. На русском доме часто совершают атаки в Европе на русские дома, на всякий случай, это не свистит. Ну, они немножко безграмотные, ну, ничего страшного. Я вам объясню, друзья мои, так как люблю и поездить, и посмотреть, все немножко иначе. Кстати, отношение к русским, я вам так скажу, тоже наговариваю, там, иногда русофобия, там, да, вот среди людей, черта с два. Любой человек, кто бы где ни ходил, вот меня спрашивали, прямо, я в Болгарии был как раз в 22 году, меня спрашивают, ты кто, русский или украинец? Ну, по нам же не видно, что, да, и что мы, ну, это самое. Вот, значит, и говоришь, например, ну, похоже, русский и украинец, понимаешь, если бы я из Ирака был, да, то ну, сразу понятно, что товарищ откуда-то из правящих кругов. А когда ты обычный человек, тебя спрашивают, ты русский или украинец? Я говорю, русский. Они так всегда, это круто. Прямо так, ну хорошо. А знаете, почему хорошо? Потому что русских очень любят. Ну, как, кстати, неплохо в Болгарии относятся к русским. Почему? Да, там была война в свое время, русско-турецкая, но не суть. Потому что так же, как и был бы ты китаец, был бы там, не знаю, уругваец, да кто угодно. Им надо тебя отделить от украинца. Потому что когда украинец, вот для них это ощущение, что такому человеку надо чем-то помочь. То есть он в сложной ситуации. Не по своей вине, у него беда. Вот такое отношение.
Вот я вам просто объясняю, какое отношение. Вот, но это без всякой радикальности, и относились русские, ну, и круто, классно. Почему? Потому что, ну, гостеприимные, и они ко всем очень хорошо относятся. Вот, а если украинец другое. Тут ты уже как бы человек руку протягиваешь помощи, немножко другое отношение. Вот, такое разделение есть. А насчет того, что громят именно русские, ну не знаю, может засланы, может провокация, может сами вот эти там сидят в этом русском доме, никому нахрен они нужны, потому что хорошо же работают миграционные службы, им надо привлечь к себе внимание, сами себя закидали, может, откуда я знаю. Ну вот когда копы расследуют, тогда и будем говорить. А так не надо навязывать, да, друзья? Навязывать не надо, пусть поработают копы, не мешайте копам работать. На русские дома часто совершают атаки, ну и на другие совершают. Так, что особенно, вот если иранские будут, мы посмотрим, сколько там будет. Так, еще раз, да, я вам напомню, значит, какие-то радикалы исламские что-то решили какую-то ячейку сделать в Австралии. Им там так накидали, они рады были бы, чтобы им там пару зажигалок кинули. Они там не знали, как до аэропорта доползти, без рук, без ног-то, понимаете, на костылях-то, извините, иронизирую. Но им там звездюлей давали, таких, что мам не горюй, какие-то радикалы. Ну вот, так иногда резко, а вот однажды не досмотрели, вот не так давно раз, и они там стрельбу на пляже устроили, вот так. Так что, дорогие мои, не только русские дома, и еще раз, это консолидация по национальному признаку, это всегда будет путь к разладу, к спекуляциям потом на национальном вопросе. Есть те, кто это очень любит, да. А вот люди, которые живут в этих чудесных странах всяких, значит, особенно европейских, они там моногосударства, они это страшно не любят. Ну, просто на всякий случай уточнил, если кто-то ведется на такие новости, ну, что это, конечно, передергивание чистой воды. Еще раз, я не знаю, что там случилось, сами себя, наверное, закидали. Еще раз, привлечь к себе внимание. Так, в марте 22-го несколько мужчин напали на российский дом науки и культуры в Берлине. В 23-м, их поймали, фамилии называйте, там, наверное, Иванов, Петров, или это самое, да, как... Там Симонян у них, пусть интервью возьмет, они скажут, к вооруженным силам отношения имеем, так точно, да, мы же такие там напали. Ну, не знаю, какие-то напали, друзья мои, когда будет ясно, какие напали, то вот до этого не надо делать выводов, потому что это преступно. Вот, надо передать товарищам, ведущим телеграм-канал. Увидимся, ждем вообще телеграм, если закроют, то где я буду брать эти прекрасные, чистые, прозрачные новости? Вот я в панике. А вы, кстати, в панике? Я что делаю? Вот прям с первого числа, ведь вы в ожиданиях все. В ожиданиях или нет? Пишите. Я не только в ожиданиях, я в страшных переживаниях. Лишь от нас сейчас, понимаете, Ютуба уже лишили, значит, Телеграма лишат, Инстаграма лишили. Сейчас всего лишили-то, понимаете? Это что осталось только, понимаете? Соску с молоком свесить с неба. Так соску что же изобрести надо? А вообще без ничего остались, вот так вот. Хоть бы разбитые корыто оставили. Где корыто? Корыто верните, вот так хочется сказать.